Агросезон преподносит огромное количество сюрпризов. Ошибки просто неизбежны, но реагировать на них после их возникновения уже поздно. Волжагра – это про то, как выявлять ошибки до их возникновения. Очень много событий сейчас происходит в мире. Мы должны быть готовы. Я патриарх кустанайского растеневодства. Вот здесь важный нюанс, коллеги. Очень высокий урожай для 2021 года. Каждый год будет засуха. Все. Лидер не рассказывает хорошие истории. Лидер добывает результат. Каким им хочет стать Олжа? Не совсем понимаю, в чем логика. Это не человек против власти. Коллективные действия – это такой определенный драйв. Михалыч, у меня дом сгорел. Я сейчас не понял, что происходит. 52 миллиона 127 тысяч. Я крутой. Это трактор, вы охренели, что ли? Какой план? Прийти к нам в Волжагра и работать. Это проект «Агроспасатель». Серия про обучение и стратегическую сессию в Москве. Философия Волжи строится на постоянном обучении и самообучении, который учится на своих ошибках, на своих достижениях, за счет привлечения новых компетенций, который учится за счет поставленных новых вызовов. Четыре года назад, когда они первый раз зашли, севооборот наладили, агротехнологию соблюдают, семена обновили, технику обновили, улучшили. За прошлый год они показали результат не менее 13 центнеров с 1 гектара. Очень высокий урожай для 2021 года. Есть определенные вещи, на которые мы можем воздействовать, а есть определенные факторы, на которые мы воздействовать не можем. Каждый год будет засуха. Все. Ваша задача будет снять побольше количество барьеров, побороться вовремя с сорняком, обеспечить сохранение максимальной влаги, обеспечить накопление максимальной влаги. А мы, к сожалению, смотрим в небо. Наша работа с небом никак не связана. Наша работа связана с землей. Стратегия – это путь достижения целей. И будущее делают люди, которые ставят цели. А крутое будущее делают люди, которые ставят цели с вызовом. Мы, Волжагра, решили поставить перед собой большие цели с вызовом, чтобы наши предприятия стали тем местом, где люди хотят жить, тем местом, где люди хотят развиваться, тем местом, в котором они чувствуют себя комфортно. Поняв, что данный путь самостоятельно мы себе не сможем прорубить, мы привлекли, я думаю, одних из самых достойнейших специалистов в плане стратегического менеджмента, такого как Юрий Тимофеевич Рубаник. Он помог нам выстроить правильные цели и методы фокусировки на этих целях. С Олжой мы работаем, уже 4-й год пошел, очень светлое впечатление остается. Во-первых, конечно, это определяется свойствами, характером личности стратегического лидера. Не совсем понимаю, в чем логика. Творческий, очень открытый, очень, я бы сказал, нацеленный в будущее, нацеленный на людей. Очень интересно по поводу лидерских качеств, вообще в целом понятие лидер, Руководителем тебя назначают сверху вниз, а лидером тебя определяют или выбирают снизу вверх. Вот здесь важный нюанс, коллеги. Например, молодой руководитель, в силу того, что не понимает, в чем его задача, сильно уходит в производственный процесс. То есть занимается эффективностью, а не управлением. А закон рынка какой? Если есть спрос, появляется предложение. Очень много событий сейчас происходит в мире. В зависимости, как ты относишься даже к этим ситуациям, определяет твою позицию, лидер ли ты по жизни или нет. Мы должны быть готовы, что в следующем году повторится сезон засухи. И мы при этой засухе должны получить минимум на 20-30% урожая выше. Если ты к этому относишься как вот меня поставили в такую позицию, то, скорее всего, ты выбираешь позицию жертвы. Если же ты говоришь, как я допустил, что я оказался в такой позиции, и что я должен сделать, чтобы больше не оказываться в этой позиции и выйти из нее победителем, это и есть лидерская позиция. И мы в нашей компании очень сильно работаем над этим.
Если вы пришли в подразделение, и там есть неформальный лидер, можно ли его перетянуть на свою сторону? Можно. Он не против вас. Он был создан не очень толковым вашим предшественником. Здесь важный момент. Неформальный лидер – это не человек против власти. Неформальный лидер – это человек против вас, как шефа. Лидер не рассказывает хорошие истории. Лидер добывает результат. Я сейчас не понял, что происходит. Всегда, формулируя стратегию, ты прежде всего отталкиваешься от проблем дня сегодняшнего. Для нас очень важно заглядывать в будущее, чтобы будущее не было для нас неожиданным. Мы посмотрим будущее и посмотрим те изменения в бизнес-среде Волжа, которые заставляют уже сегодня что-то делать, по-другому изменяться. Капитал в этом смысле выступает как накопленная ценность. Сформулируем видение, желаемое, имеющее элементы вызова, какими хочет стать Волжа. Большая команда сегодня присутствует здесь в Москве. Производственники, агрономы, HR, руководители, финансисты. Я их называю просто агенты перемен. Люди, которые несут перемены, которые несут в себе желание изменять мир в лучшую сторону. Постоянно работаем над тем, чтобы повышать уровень своей квалификации. Очень много выявили мы тенденций на рынке, поняли, над чем нужно работать. Нам нужно их обучить, донести смыслы. Нужно выехать на места и посмотреть, как эти смыслы на местах у них реализуются. Обучим в марте управленческим навыкам. Мы собрались для того, чтобы понять, как мы придем к своему видению. Выявить наши ключевые факторы успеха. Дать региональным директорам необходимые ресурсы. Все равно самое главное – это человек, мотивация, его ценности, потому что именно через них мы достигаем наших целей. Так сложилось в постсоветском пространстве на сельской местности. Сформировалась эта система безалаберности, система безответственности. Систему невозможно победить людьми. Систему можно победить только системой. Другой, противоборствующей, более жесткой, более четкой, более конкретной системой. Мы уже, скажем, достигли определенных показателей в плане эффективности, урожайности, доходности. Но, ребят, мы только разогреваемся. Мы еще не раскрыли весь потенциал как команды, так и нашей земли. Настоящая работа еще впереди. Когда решаешь успешно сложные задачи, опираясь на команду, на коллективные действия, это такой определенный драйв. Gotta aim for the top like, hold up, let's level to the game. All of those dark nights I got them, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, but known for my city like OAG. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and it when you fall in it, praying you miss, but it's all in the risk. I got you in the switch, you know. I'm in the zone. Машина зверь, водитель Тарзан. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. Keep that thing in the key. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, flow is like water. I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grinding, stay down to earth, following God, and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center where to spite me. And God came in the nick of time. They think I'm crazy, boy, I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waistlines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% of me, trying to stun on my enemies. In my element, as crazy as that might sound. Тормозом не пользовался. А вот это Миха идет и побежается. Мы в корне поменяли систему управления нашей организацией, и на сегодняшний день основным, скажем так, узловым персонажем в системе управления предприятием на производстве является бригадир. В то время я еще работал на тракторе, механизатором.
Директор приехал, предложил, справился. Ну, в то время молодой был, было интересно. С людьми работать, с техникой работать. Растишь хлеб своими руками. Мы называем его уже не бригадир, мы поменяли его статус, его уровень вознаграждения и так далее, мотивацию, и называем его управляющий производством. Сейчас я должен быть во всем в курсе, и за все отвечаю я. Есть у меня моя земля, есть мои люди, есть моя техника. За это несу всю ответственность я. Раньше я за это ничего не отвечал. Мое дело, трактор раньше работал, человек на работе, все, значит, я свою работу сделал. Чтобы работать бригадиром, я считаю, надо быть настойчивым, серьезно относиться к своей работе. Уметь правильно доносить до людей информацию. Ну, люди разные, на кого-то надо там прикрикнуть, может там, кому-то может просто на него посмотреть, намекнуть, он уже все поймет, что я от него хочу. Я стараюсь донести до них мирно и нормально. Если я начну орать, человек, допустим, не поймет. А другие смотрят, говорят, вот ты там не ругайся на них, там, их ничего не запрещаешь, они тебе на шею сядут. А получается все наоборот. Тот, который ругается, они у него на шее сидят. Обучаем непосредственно наших управляющих производством занимать лидерские позиции. Обучаем их критически мыслить, обучаем их таким навыкам, как траблшутинг, да, то есть непосредственно возникла проблема, как на нее реагировать. У Волжагра я, допустим, как устроился работать, я тут и работаю. И другие, которые говорят, я пойду туда, я пойду сюда. От перемены мест слагаемых сумма не изменится. Здесь комфортно работать, к тебе относятся хорошо, заработок приличный. Хорошо заработную плату подняли в этом году. Почти 1 миллион вышло запасной. На следующий год будем пытаться больше платить за работу. То, что сейчас ведут вот это вот управленческое дело, это просто облегчит нашу работу. Через телефоны, работа, все будет, каждый день отчетность. Ну, это будет все наглядно. Каждому можно объяснить и показать, к чему мы идем и куда мы стремимся. Трудно, но эти трудности надо преодолевать. И, конечно же, со своей стороны мы берем на себя ответственность оснастить его всем необходимым не только материалами, но и полномочиями. Механизатор приходит и говорит: Михалыч, у меня дом сгорел. Как мне быть? Да? Михалыч говорит: не переживай, компания тебе купит дом и обеспечит тебе жилье. Или: Михалыч, знаешь, у меня там сын заболел. Да? То есть он организовывает ему транспорт, везет в город и обеспечивает ему достойное лечение. Именно таким образом мы хотим воспитать вот такую целую плеяду, да, наших управляющих производством, которые потенциально это будущие директора колхоза. Сейчас нас обучают это рентабельно, не рентабельно. 52 миллиона 127 тысяч. А сколько у нас культур выращиваем? Ну, захотели мы посеять там 1000 гектар пшеницы. На это надо там закупить семена, топливо, работа, ресурсы, удобрения. Ну, чтобы мы могли посчитать, сколько мы затратим, сколько мы получим и сколько у нас потом будет выгоды. 852 миллиона 127 тысяч разделить на 3 культуры. Просто на 3 мы не можем разделить, правильно? Какой план? Вообще, еще работать бригадиром, достигать, как сказать, результатов. Вот прошлый год у меня была лучшая бригада по нашему ТО. Нас наградили. Там, ну, это приятно. В этом году мы хотим стремиться дальше. Чтобы ПК было лучше, там, флаг заработать. Но это стимул у нас. Каждый год учимся, к чему-то идем новому. Ну, я лично хочу стремиться к чему-то другому. Знания не бывают там лишними, чужими и так далее. Знания есть знания, их надо брать всегда. Как для руководителя, да, для бригадира, мне оно надо. Чтобы до меня завтра человек подошел, я ему мог посчитать зарплату там его. Сейчас на данный момент я обучаюсь, допустим, я могу ему рассчитать, показать, сказать: вот ты там, Василий, ты получишь 1 300 000, вот ты отсеешься и ты получишь. Тогда у него будет стимул ко мне прийти работать. Еще раз повторюсь, человек, который говорит, что он знает все или умеет все, это самый глупый человек на свете. Я крутой. Все приходит с опытом. Более короткий период физической спелости и срок работы на тяжелосуглинистых, карбонатных и сланцеватых почвах. Начиная с первого курса к нам постоянно на ярмарку вакансий приходила Волжагра и уже предлагали прийти к ним на стажировку, на обучение, продолжение своей карьеры. Именно вот это вот постоянное недовольство своим результатом, постоянная такая самокритика, самоанализ и есть тот драйвер, который нас тащит вперед. На самом деле я всегда был голодный до знаний. Я закончил школу с отличием, университет и магистратуру в Великобритании. Но сказать, что эти знания мне помогли, конкретно полученные знания мне помогли в каких-то определенных моментах моей жизни, навряд ли. То есть, что мне помогло? Это помогло умение обучаться. Вот чему учат вас. В хороших условиях, меньше 4
Как-то написал парень в социальных сетях, в Инстаграме, по поводу того, что ему очень интересно, и он хочет работать в нашей компании. Отправил его к HR, он написал туда довольно-таки прикольное резюме. Не агроном по образованию, но имеет бешеное желание научиться. Меня взяли как помощника агронома, затем на период уборки я показал себя и повысили до бригадного агронома. Лучше 5 минут быть дураком, чем быть дураком всю жизнь. Нету ничего невозможного, просто идите за своей мечтой и верьте в нее. Я закончил Костанайский региональный университет имени Байтурсынова, сразу же устроился на работу в Волжагро. Из 100% так вот по бальной системе взять, 30% всего, кто пошел именно в производство работать. Умение мыслить, умение смотреть на ситуации, да, анализировать их и применять это в производстве. Наверное, это основной навык, который мне пригодился, который для меня был, скажем так, ключевым. Со мной работает старший агроном, он меня направляет, он меня учит, поддерживает. Вместе с ним прорабатываем технологию следующего года. Пришел агрономом. Дальше вот так вот курсы проходят, у человека получится стимул, он может пойдет дальше учиться там, на инженера, там, на механика, на бухгалтера, на экономиста. Здесь вот говорю, есть такие возможности, что можно это все воплотить. Я вижу, что компания развивается и что с каждым годом какие-то идут новшества. Меня удивило, вот даже сейчас до сих пор поражает, как холдинг вкладывается в людей, дают людям то, что завтра не заберут, обучают их. Очень часто проблема корпоративных вещей, знаете, в чем? Мягкотелость. Дадим еще шанс человеку. И еще шанс. И еще шанс. Нанимать долго, увольнять быстро. У нас огромное количество компаний работает с точностью да наоборот. Нанимаем сразу, после одного собеседования, понравился это нам. Потом через месяц оказывается, что он не соответствует, но мы ему даем еще возможность, еще через полгода наконец-то увольняем. Ну что он делал полгода? И точно не создавал ту самую прибавочную стоимость, которая была нужна компании. Найм очень затратная штука. Именно поэтому он должен быть жесткий. Есть компании, в которых сотрудника после того, как он все прошел, ему говорят, ты принят, и его не пускают на рабочее место. Он проходит внутренние корпоративные тренинги, и там во время тренингов очень быстро проявляется, совпадает он с нами по ценностям или нет. Ну просто начинает через поведение лезть. Вы ему говорите вот это, вот быть клиентам вот так. Мы к технике вот так. Это трактор, вы охренели что ли? Технология, она всегда требует крутых инвестиций. Это крутая техника, это крутые там химпрепараты, семена и так далее. Но есть фундаментальные вещи. Просто-напросто от зимующих сорняков избавьтесь на своих полях. Сразу, 2-3 центнера, сразу. Урожай – это не результат труда этого года. Урожай – это путь, который ты проделал 3 года назад. Ты какие действия делал на этом поле, да? 2 года назад, в прошлом году. И именно это является результатом всех тех лет предыдущих. Вот тогда ты получаешь свой урожай. Основная мысль, что нет палочки-выручалочки, только упорный труд и только фундаментальные вещи приводят к успеху. Не мне вам говорить, сельское хозяйство не прощает оптимизм. Оно не прощает оптимизма, оно просто-напросто вас накажет и выкинет трубу. Как выкинуло моих предшественников, как выкинуло другие агрохолдинги, и все. Просто разжует и выплюнет. Я являюсь частью Волжагро, и я очень горжусь этим. Я агроном.